Юху! Да будет свет, сказал монтер. И сделаем замыкание. Я всегда с собой беру видеокамеру. Я хочу сказать, что Италия — это любовь. Слушайте, ну это красота, это однозначно стоило того, чтобы сюда приехать. Посмотри, какая красота. Вот отсюда открывается просто потрясающий вид. Итак, друзья, мы приехали в Милан на вокзал, купили билет и прибежали не на ту платформу, опоздали буквально минуты, наверное, на 2, на 3 на наш поезд. Вот. И нам подсказали, что мы можем сесть на ближайший поезд, который делает остановку в Вероне. Этим поездом оказался поезд, который идет в Болзано. И сейчас мы видим, что поезд, который идет в Болзано, опаздывает на 20 минут. Сейчас я приближу, чтобы вам тоже было видно. То есть вот наш поезд 9751. Вот, и по нему информация о том, что идет задержка на 20 минут. Но нам гораздо больше повезло, чем тем, кому ехать на поезде до Цюриха, потому что он опаздывает на 110 минут. Офигеть. Офигеть. Ой, у меня увеличение. С ума сойти, конечно. А давай посмотри, смотри, какой красивый в целом вокзал. Там красивый. В целом вокзал очень красивый, но, допустим, нам билет, чтобы приобрести, пришлось бежать на нулевой этаж. Хотя автоматы... Мы неправильно сделали, кстати. Да, ну нас на самом деле из зоны, куда приходят поезда, сейчас стабилизацию поправим, отправили выходить через турникеты и идти на нулевой этаж, покупать там билеты. Но автомат, который нужен нам, он есть и на платформе. Вот. И имейте в виду, здесь есть разница между автоматами вот транспортной компании «Точка Итало». Вы его сейчас видите. И зеленый билет. Слушай, а на билете есть логотип компании? Да, давай я сейчас покажу. Да, мы едем... Ой, 20-очка убежала, это Лисия 20-очка теперь. Вот такой вот логотип компании, к которой мы едем. Трен Италия, да. На котором мы приехали из Берна. Да, мы на нем приехали из Берна, и этой же транспортной компании мы поедем в Верону. Кстати, самое интересное, вот этот поезд, который должен был... Наш поезд, на котором мы купили билеты, уезжал в 17:25. На него билеты стоили на двоих 25 евро. Да. А поезд, на котором мы сейчас собираемся ехать, на него билеты стоили на двоих уже 54,5 евро. И при этом нам на вокзале женщина сказала, что мы можем на этом поезде поехать по старым билетам, по которым мы не успели на свой. Вот. Так вот, вам маленький лайфхак. Этим не надо пользоваться. Да, мы еще сейчас проверим, как это работает. Вдруг это совершенно не работает, да. Так, как нам хочется. Друзья, в общем, мы с Настей сели на поезд наконец-то и едем в сторону... Классный поезд, на самом деле, очень. Да, поезд очень классный. Я не знаю, попадет это в основное видео или нет, но я там в прошлом моменте говорил, что мы купили билет в 2 раза дешевле, и это такая эдакая халява. Ну, нет, халявы не случилось. Мы встретили сотрудника, который проверяет билеты, и он нам сказал, что на более дорогом поезде у нас проверят билеты. Никакого штрафа, просто нам нужно будет доплатить за разницу в проезде. Но, что приятно, билет не сгорает, и нам не сказали, типа, билет сгорел, покупайте заново, или идите и ждите теперь такой же поезд, которого сегодня может и не быть. Вот. Нам просто предложили доплатить, и мы сейчас ждем, пока будет контроль билетов, для того, чтобы оплатить этот проезд. Из приятного поезд здесь гораздо лучше, чем тот, на котором мы ехали из Берна. Дело в том, что в Берне мы сидели так, что мы сидели лицом друг к другу. И так были абсолютно все вагоны. Есть 2 розетки 220, ну они, правда, не 220, они 230. Type-C, USB 20 Вт выходная мощность. Удобные столики. Я вот сейчас для себя понял, что Италия для меня это маленькая любовь. Здесь даже на вокзале все по доступным ценам. Мои любимые сэндвичи, пицца, спагетти можно взять, какую-то пасту. Все превосходно, вкусная еда. Неторопливые люди, которые вообще не заморачиваются. То есть, ну, опоздал на поезд, да ничего страшного. Подожди, это последний поезд на этом вокзале? Нет, слушай, ну вообще все в порядке. Вон тот, видишь, садись, езжай на нем.
Там просто доплачешь, еще столько. Еще поезд из Берна в Милан. Это очень хорошая возможность для вас посмотреть Лугано и север Италии. Очень красивые виды. Мы приложим фотографии какие-то, то, что получалось фотографировать. Но в целом однозначно рекомендуем ехать в светлое время суток, чтобы посмотреть на всю эту просто небывалую альпийскую красоту. Мы приехали на вокзал в Верону, Порто-Ново. Уже вышли с территории вокзала. За нами находится автовокзал, автобусный вокзал. Можно и на автобусе приехать, и на железнодорожном транспорте. Да, но Нам было удобно с вокзала. Да, мы решили прогуляться 25 минут. Вот, что хочется сказать. В поезде нам все-таки пришлось доплатить. Причем самое досадное, что к нам подошел контролер минут за 7 до выхода. То есть мы проехали 2 с лишним часа. Не 2 часа, 1,5 часа. И за минут 7 до выхода подошел контролер. Но нам пришлось доплатить 46,5 евро. При том, что билет стоил бы в автомате 54. И мы уже за 24,5 евро купили. То есть нам эта поездка вышла в 70 евро с лишним. О, кстати, Сан-Марино. Юху! Поэтому, друзья, будьте внимательны, покупайте билеты на те поезда, на которые вы успеваете. Да, мы понадеялись, решили сэкономить, в итоге заплатили еще больше, чем могли бы, если бы сразу брали на этот поезд. Так что сейчас идем в апартаменты, покажем вам, что и почем мы арендовали на одну ночь. Так, друзья, мы в городе уже минут 25-30. Подходим к нашему отелю. Приятно, что от вокзала мы дошли до центра за, по сути, 15 минут быстрым шагом. Давайте так, если на чистоту. Вот, я так понял, мы где-то в центре, да? До отеля нам осталось идти 5 минут, то есть отель у нас тоже, по сути, расположен в центре. Да, у нас вечерняя прогулка по Вероне. Что хочется сказать? Приятно, мы в Италии, все на своих местах, теплый воздух, доступные цены, вокруг потрясающие виды, прослеживаются остатки Римской империи. Какая красота! Честно скажу, я очень рад, что мы именно так и поступили. Слушай, Настя, мы что, возле Колизея, что ли, оказались сразу же? Нам куда-то просто сейчас свернуть надо, я сейчас гляну. Ребят, повторяется римская история. В день приезда приехали мы после обеда, и под вечер мы оказались возле Колизея. Превосходно. Юху! Где Луи Виттон? Нет, вот это первое. Ну да. Да, Луи Виттон. Я просто знаю, где выбирать. Да, Настя, у тебя вообще глаз алмаз. Уникальный талант есть у Насти в магазине. Берет первую попавшуюся под руку вещь, которая ей понравилась. Это оказывается там топ-10 максимальных цен в этом магазине. Так выглядит человек, который еще в обед не знал, сидя в Берне, вообще попадет он в Италию или нет. Опоздал на поезд в Милане. Короче, ребят, пока есть силы двигаться, дрыгаться, куда-то бежать, путешествовать, ехать, надо этой возможностью пользоваться. Это не наш отель? Так, сейчас будем разбираться с отелем. Ребят, заселяемся в отель. Мы уже заселились. Сейчас поедем на 3-й этаж. У нас комната, апартамент номер 40. Вот. Очень приятная девушка на ресепшене. Все нам подробно объяснила, рассказала, куда можно пойти, какие рестораны работают. Отель сам чистый, в центре города. Отель реально очень чистый, традиционно, гиперприветливые итальянцы, которые рады видеть вас. Давай сейчас сразу будет у нас анбоксинг. Ничего себе. Ребята, у нас реально очень... Надо вставить карточку. Вот сюда. Ой, так интересно. Да, вот так вот вставляем карточку. Господи. Ребят, а у нас очень большие апартаменты. На удивление, есть диван для гостей. Я бы сказала, что это самые бюджетные апартаменты. Да, это самые бюджетные, очень чистые апартаменты. Здесь уже есть в холодильнике вода, нас об этом предупредили. Есть кофеварка. Чай, кофе, вообще. Холодильник, я так понял, где-то... Да, вот водичка есть. Молочко, кстати. Плита. Ребят, это вообще
Шикарно. Парящая кровать. Вы когда-нибудь спали на парящей кровати, под которой живет светлячок? Да будет свет, сказал монтер. И сделал замыкание. Так, есть неплохой карандашик, правда, уже немножечко кривой, ну, потому что он из натуральной древесины. Самое важное, что я почему выбрала этот отель, потому что здесь стенд Dyson. Да, потому что тебе не придется брать свой Dyson. Поэтому я не брала свой. Так, вода. Насадки любые, зеркала. Все на стене, зеркало. Вот они мы. Довольные, счастливые. Душевая кабина, да, душевая, она скромного размера. Но, опять же таки, есть вот такой вот умывальник. Мы с вами находимся не то что не на первом этаже, мы с вами находимся на 4-м этаже. Видим улицу, соседние дома. Вон у людей закрыты эти ставни. В общем, такой вот у нас вечер. Сейчас я это закрою, чтобы никакой Ромео не влез сюда, к моей маленькой Джульетте. В общем, апартаменты нам нравятся. Они, кстати, обошлись. Мы же цену не сказали, самое важное. Да, оплачивали мы их вновь картой МИР. Да. Вот, и они обошлись в рублях, да? 11 тысяч рублей. При том, что все остальные отели, ну, там дальше 12-15 за ночь. Продолжаем рубрику «Восхищенные леса». Обнаружилось ванное полотенце, которое подходит под Настин рост. Настя, можно в него замотать, как шаверму. Будешь как курочка, чуть-чуть торчать. Да. Есть тапочки. Шикарно. Там все есть. Мыло, крем для душа, гель для душа. Теперь есть предложение. Может, пойдем все-таки поедим? Потому что я Да, немножечко голодный. Давай. Друзья, не успели выйти из отеля. Уже видим световое шоу. А мы сейчас с вами идем в ресторан, который нам посоветовала девушка на ресепшене. Виктория Секрет, Калзидония. Слушай, это какая-то, наверное, местная торговая улица. Да, поэтому я тебя здесь повела. Да? Что я посмотрел, куда ты завтра пойдешь меня разорять? Да. То есть ты решила мне с вечера огласить приговор, а вынести его завтра с утра. Нет, я бы зашла, правда. Зайдем, я вообще проблем не вижу. Напомню наш совет. Заходите в магазины местных брендов, итальянских брендов, которые вам не знакомы и не очевидны, потому что так вы с наибольшей вероятностью сможете приобрести что-то достойное по очень приятной для вас цене. Мы завтра здесь погуляем днем и покажем вам, как это все выглядит при свете дня. Я всегда с собой беру видеокамеру. Ну что, мы зашли в ресторан, точнее, нашли ресторан возле отеля и возле Колизея. Позади Пети прекрасный вид вообще, точнее, он мне прекрасен, а Петя его не видит, но мы заказали вино, пиво и вот такую прекрасную пиццу. Еще заказали 2 пасты. Честно, с выбором было очень сложно, потому что все на итальянском, мы не понимаем их блюд. Вот нам посоветовали взять и это. Сейчас будем пробовать. А уже цену мы озвучим в конце. Ну что, друзья, мы поужинали. Фотографию нашего ужина мы приложим. Обязательно, да. Настя фотографировала. Вот. Обошелся нам ужин наш 65 евро. Это уже с учетом сбора. Вот. Ну, Здесь тоже, да, это налог есть. Налог. Слушай, мне его не озвучили, но я просто полагаю, что поскольку это была итоговая сумма, он уже включен. Вот. Я считаю, что это того стоило. Да, потому что у нас было 2 напитка алкогольных, это раз. 2 горячих блюда, это 2. И пицца на двоих. Это 3. То есть у нас было 3 полноценных блюда, можно сказать. И 2 напитка. Я думаю, что в принципе это достойно. Пицца наполитана была с килькой. Мы просто не знали, решили попробовать, но тоже так интересно. Да, решение интересное. Доедали мы, конечно, ее уже без кильки. Да. Вот, но в целом решение достаточно интересное. Что, всем спокойной ночи и до завтра. Да, и до завтра. Так, друзья, у нас наступило утро. Мы оделись и сейчас идем. Бежим на завтрак. Бежим на завтрак. Почти как в турецком отеле. Знаешь, успеть занять место за столом. Да, чтобы все не съели. Да, время у нас сейчас 9:30 утра по местному, да? Да. Поздновато, припозднились, но что поделаешь. Иногда такое бывает.
В городе уже тепло. Настя вот надела Шикарно, да, я свое платье. любимое легкое платье. Ну, в общем, мы сейчас придем на завтрак, покажем вам место, которое мы нашли. Надеюсь, что не получится так же, как со вчерашним ужином. Смотрите, какая арка. Нам в эту арку? Да. Это какие-то ворота, я сейчас вспомню. Это Порто Барсари. Это ворота, которые ведут в сам город. Они, я вчера читала что-то про них. То есть они как ворота в Входные город. в город. Да. Слушай, ну, поздравляю, мы с тобой входим в город. Мы, кстати, дошли до кафе Барсари. Это, видишь, 1969 это какое-то их местное такое, которое нужно посетить. Что, пойдем попробуем заполучить свой завтрак? Так, сейчас. Вот стоит табличка о том, что no self-service. Слушай, чашечки. Здесь продаются. Мы здесь что-то купим. Я не зря взял с собой шишки. Шишки, да. Красота. Посмотрите-ка еще почем. Вон, смотри, кстати, есть эти, видишь, кофеварки гейзерные. Так, ладно, заходим внутрь. Ну что, мы позавтракали. Фото нашего завтрака Настя приложит. То, что мы съели, нам обошлось в 10,5 евро. Мы И- взяли двойной американо, двойной. Это получается, сколько это? 4 американо, да? Ну, по сути, да. Да. Было очень вкусно. Во-первых, первое, что бросилось в глаза, это то, что кофе не кислит. Кофе просто изумительный. Так, сейчас я тут обойду небольшую лужу. Вот, нам очень понравилось, мы сыты и довольны. Сейчас возвращаемся в отель. Мы Собирать сегодня... чемоданчики, оставить их в отеле и потом за ними вернуться и поехать. Мы хотим в Милан, да? Абсолютно верно. По нашему плану сегодня вечером мы едем в Милан. У нас поезд в 17 с чем-то. Так что нам, кстати, о птичках, нам надо следить за временем. Да, иначе мы... Не уедем. Мало того, что мы не уедем, нам еще придется искать себе ночлег. А вот это делать вечером не очень хотелось бы. Вот. Так что идем в отель. Да, сейчас мы находимся напротив шикарного Колизея. Он, конечно, по размерам меньше, чем Колизей в Риме. Но за счет этого нам удалось поближе к нему подойти и получше его рассмотреть. Видно, что в разные эпохи его разным образом реконструировали, ремонтировали. Он, кстати, пострадал. Так, сейчас, секундочку, стабилизацию я верну. Колизей пострадал в результате землетрясения в XI веке, по-моему, это было. Или в 12-м. Вообще, сам, так скажем, Колизей, арена, да, она называется, была построена в первом веке нашей эры. Если не ошибаюсь, он старше, чем Колизей в Риме. Да, это очевидно. Ребят, мы сейчас совершенно внезапно обнаружили, что Колизей, похоже, не один. Сейчас мы подойдем и покажем, что здесь. Мы первый раз... Слушай, смотри, здесь какие-то, да, реконструкционные работы идут. Там все закрыто, ничего не видно, чтобы никто не отвлекал строителей. Дамы чего-то ожидают, а пока дамы ожидают, джентльмены идут. Так. Кто-то по городу перемещается на машине еще. Это просто городская стена. Ну, не просто. Конечно. Очевидно, не просто. Возможно, это оборонить. Слушай, и внутрь есть вход. У меня есть к тебе предложение. Так вот мы сейчас нажимаем кнопочку для того, чтобы дождаться своего зеленого человечка, который поможет нам перейти. Да? Представляешь себе, как хорошо в Италии даже зеленый человечек помогает нам переходить дорогу. Шикарно. Да? Шикарно. О, напишите в комментариях, как называется скульптура, потому что мы уже идем внутрь. Pan con pan es la comida de tontos. Хлеб с хлебом – это еда для дураков. Это испанская пословица. Мы с тобой не дураки. Нет. А запомнил я эту вообще все пословицы, все, что связано с испанским языком и культурой Испании, я знаю, ну, на 90% благодаря своей школьной учительнице Жанне Георгиевне. Итак, друзья, мы сейчас прошли мимо магазина всякого итальянского секонд-хенда и сейчас идем по улице в сторону дома Джульетты. Ты посмотри, какой красивый двор.
Слушай, я не уверен, это Академия агрокультуры. Да, Академия аграрной культуры. Мы здесь будем вести себя тихо и культурно. Чуть-чуть вам покажем. И пойдем дальше. О, смотри, кстати, флаг ООН. Смотри, какая лепнина на потолке, на стенах. Сейчас я, конечно, я увеличу, но качество видео, скорее всего, drastically decrease. Огонь. Посмотри. Да, превосходно. Превосходно получилось. В общем, приложим фотографии. Вот, ребят, почему мы иногда не заходим в какие-то парадные дворы, где нет людей, на первый взгляд. Вот. Дело в том, что мы, поскольку много ездили до этого, мы начали снимать, на самом деле, не так давно. Мы очень много до этого ездили, много где были. Вот. И у нас уже выработалось, скажем так, интуитивное понимание того, где можно, куда можно ходить, куда нельзя ходить, где можно снимать, где нельзя снимать. И в моем понимании не заходить в какую-то часть частной жизни местных жителей – это уважение к ним. И, соответственно, мы хотим, чтобы хорошо относились к нам, и мы уважительно относимся к ним. Нам налево. Да, нам налево, мы идем дальше. Вот, поэтому, скажем так, да, возможно, что-то мы могли бы показать больше, мы могли бы залезть куда-то, подальше зайти, но делать этого не следует. Как красиво это выглядит. Вот такие вот маргариты и форцита продаются по 4 евро за кусок маргариты и 5 евро за кусок форциты. Но, buongiorno. По опыту могу сказать вам, что вот одним таким куском, который продается, я, взрослый человек, который может есть бесконечно, наедаюсь. Кстати, Настя съедает точно такой же кусок, как и я. А вот так на бывшей территории Римской империи выглядят ее останки, которые обнаруживают при каких-то работах. И на самом деле это очень многое говорит об умении уважать и ценить свою культуру, свою историю, потому что эти останки нашли, откопали бережно и оставили их там, где их нашли. Их не вывозят. Друзья, извиняюсь. Целая стена сохранилась. Старинные ворота, господи, 2 башнями, построенными в эпоху Римской Республики. Превосходно. Это, наверное, те же самые, которые мы утром... Ну, точнее, не те же самые, а такие же ворота. Аналогичное, что-то аналогичное. Слушай, я вижу магазин, давай зайдем. Ребят, вот это Барацони Аутлет. Фирменный магазин. Цены мне очень понравились. Я вообще, признаюсь, я барахольщик по части всякой кухонной утвари для дома, как и Настя. Настя, конечно, гораздо лучше держит себя в руках. У нее есть определенные проблемы. Я бы вынес полмагазина. Италия потрясающее место. Верона. Мы сейчас зашли в Армани. Вот, потом зашли в Даугла. Здесь на углу стоит мужчина, который нам предлагал 1-2 евро. Очень добрые люди. Слушай, мне кажется, судя по количеству людей, мы подходим к тому самому балкону. Слушайте, смотрите, как все исписано. Друзья, я очень надеюсь, что наши зрители не занимаются таким. Вы посмотрите. С Джульеттой. Да. Честно сказать, Ромео раздобрел. Слушай, а это молодожены, кажется. Посмотри, это... Вот где нам нужно было свадьбу играть. Настя, давай это, проснись. Моя красота. И стеночки. Тут можно приклеить такую записочку, но мы так делаем. Слушайте, они, смотри, они прилеплены на жвачку. Ладно, жвачка — это не любовь. будем. На лапыс, наверное. Как ты думаешь, сколько стоило? Друзья, я вам покажу просто, что вам нужно будет испытать для того, чтобы увидеть балкон. Но мы идеально Смотрите, встали. девчонки высунулись в другое окно. У них фотосессия просто. Я предлагаю пойти, а вон ее памятник, видишь? Да, это памятник Джульетте.
Здесь не будем ворковать, смотрится Верона. Встретимся 12 ночи под твоим балконом. А мы с тобой сейчас находимся на пьяце Делле Эрбе. Подожди, мы что, жили рядом возле балкона Ромео и Джульетты? Получается, что да? А, Тут вообще, в принципе, все рядом. Уважаемые Если вы правильно выбираете место для жилья. Уважаемые знатоки, памятуя вчерашнюю прогулку, для того, чтобы нам попасть домой, нам сейчас нужно повернуться налево и пройти прямо. Мы для того, чтобы сюда попасть, сделали какой-то огромный круг по всему городу. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Но зато мы нашли место, где можно купить Ладно, посуду. ладно, Мы погуляли. ладно, хорошо. Да нет никакого вопроса, надо ходить, гулять, нахаживать шаги, Видишь, получать вечерний удовольствие. рыночек. Слушай, смотри, я вижу шляпки, и памятуя удачный опыт приобретения шляпы в Риме, нет, в Сан-Марино мы купили тебе. Где мы купили Риме. тебе шляпу? В Риме, В Риме? да. Пойдем посмотрим еще шляпы. Смотрите, вот такой вот чепчик по 35 евро. Недешего, недешего. Слушай, а может у них шортики есть? Слушай, по 45 евро уже пошли. Ребят, ценники. Don't touch Panama Hat. Не трогайте Панаму Хат. Панама Хат хочет быть спокойно. Это какие-то затычки, непонятно даже для чего. Я даже боюсь. Возможно, даже и трогать-то не надо было. Ну да ладно. Ребят, вот наглядно о том, почему следует гулять в светлое время суток, в том числе по тем же местам, которые вы посещали вечером в темноте. Да потому что мы сейчас здесь такое увидели, что если бы мы это увидели ночью, мы бы отсюда не ушли. Да. Мы бы остались здесь с ночевкой. Посмотри просто. Это дворец Мафея. Это, сейчас скажу, дворец, который украшен бронзой, керамикой. Туда можно зайти за денежку. Это работы веронских зарубежных мастеров. Понятно? И Да. дворец 17 века. Очень красивый. Слушай, ты заметил, как мало ты говоришь, но как много смысла в том, что ты говоришь по сравнению со мной? Ну, у нас разные, Предназначение? да. Просто Здесь, знаешь, я энергосберегающее. обращаю внимание, что здесь много исторических памятников. Да ладно, Да. серьезно? Тут везде Откуда история. Откуда в Вероне много исторических памятников? Расскажи Потому мне, что это пожалуйста. Верона. Кстати, вот хочу вам показать такую интересную вещь. Как вы уже поняли, у меня сегодня достаточно болтливое настроение, но кое-что я вам покажу и по существу. Видите, основная часть воды стекает вот по этому краю, там, где камень остался желтым таким. И здесь визуально, по крайней мере, глазу, да, и на камере тоже видно, что сточено. Так что вода камень точит. Но вживую, конечно, выглядит он просто потрясающе. Да, мы сейчас подойдем к памятнику. А это кухня. Можно, кстати, зайти, помочь ребятам помыть посуду или что-то помочь приготовить. Получить пендаль под зад и вылететь на улицу. Смотри, часы. Кстати, часы действующие. Судя по времени, да, часы действующие. Ну, как, они отстают. Неплохо так отстают на 15 минут. Если они вообще ходят. Вы знаете, что часы, в которых села батарейка, показывают точное время, но только один раз в сутки. Друзья, я уже наснимал огромное количество разных видео. Я полагаю, что Настя это все будет обрезать, удаляя моменты моего излишне коммуникативного настроения на сегодняшний день, да? Ты очень разговорчивый. Да, я сегодня очень разговорчивый. Что я хочу вам сказать? Наверное, такая вот основная мысль, которую я хотел бы, чтобы все-таки попала в видео, обращаясь к нашему видеомонтажеру. Если вы думаете на тему того, ехать вам в Италию или не ехать в Италию, я могу вам сказать однозначно, надо ехать. В Италию надо ехать. Это прекрасное место, где вы хорошо проведете время. Вы будете видеть приветливых, открытых, улыбчивых людей, которые не заморачиваются, которые живут красиво, потому что им так нравится. Вот, и вы проникнетесь этой атмосферой. Вот. Здесь никто не спешит, никто не бежит, никто не переживает по каким-то незначительным поводам. Просто здесь люди живут красиво, едят вкусную еду. Что еще хочешь добавить, Лиса? Я хочу сказать, что Италия – это любовь. И абсолютно все города, да, пускай мы во многих выпусках сравниваем с Миланом,
Но Милан, я думаю, что кому-то он также понравится, но мы почему-то его не раскусили, можно сказать. Я думаю, что это связано было с погодой, где мы жили. Но мы сегодня поедем в Милан, сегодня там остановимся на одну ночь. Я думаю, что наши впечатления, возможно, изменятся. Друзья, на самом деле преимущество путешествий в Европе заключается в том, что вы можете свободно перемещаться достаточно быстро, потому что еще позавчера мы были в Берне, где была достаточно свежая, Почему прохладная. Вчера. Но было в это вчера. время, Ну да. 2 суток назад мы были в Берне, там была такая погода прохладная, не покупаешься, немного дождливая, ветреная. Мы ходили в теплой одежде и, в принципе, скажем так, сказать, что климат для нас был комфортным, не сказать, хотя кому-то больше нравится такой климат. И вот там спустя несколько часов на поездах, меньше 8 часов, у нас заняли все наши переезды, наверное, часов 5-6. Ну ладно, давайте 7 часов с запасом, с пересадками. Мы уже в теплой Италии, в солнечной Италии. И скажу вам больше того, можно на поездах с несколькими пересадками добраться до Порто-Фино. А в Порто-Фино уже можно купаться. Хочется сказать, что проживание при выборе, там, допустим, вот вы сегодня решили поехать в Милан, или там на завтра решили поехать там, в другую какую-либо страну или город Италии, например, то можно выбрать спокойно жилье и за любой бюджет, потому что вот мы сейчас выбираем жилье, я очень переживала, что условно там день в день ты покупаешь проживание, и там x2 ценник может быть, но это не так. То есть жилье вы можете приобрести в любой бюджет. Например, вот в Вероне мы выбрали, вот прям вот приехали и забронировали жилье. И ценник был прекрасный для двоих на проживание в таком прекрасном отеле. И я думаю, что здесь можно бюджетнее выбрать проживание. Немножко подальше будет от центра, но это не беда, потому что Верона везде прекрасна. И также можете бронировать, вот сейчас мы смотрим Милан проживание, я сохранила в закладке несколько отелей, и абсолютно можно тоже выбрать любой бюджет, хотя Милан считается дорогим городом Италии, но проживание, я так скажу, сейчас я вот смотрю, проживание можно выбрать за ночь, если мы рассматриваем в рублях ценник, то до 15 тысяч рублей. А если у вас еще всякие бонусы есть или там промокодики, то можно это выбрать и дешевле. Поэтому путешествуйте также, выбирайте жилье в день, и проблем у вас абсолютно не возникнет. Хотя сейчас считается также сезон для поездок в Италию, потому что тут очень тепло и жарко, можно сказать. Здесь комфортно, тепло, нету той жары, которая обычно бывает, изнуряющая летняя жара, потому что город отделан камнем, гранитом, камень темный, камень светлый. Вот, соответственно, все это нагревается. Но сейчас в сентябре здесь очень комфортно. Вот. Но город, кстати, так же, как и Рим, проветривается, потому что хорошо, да, вот так вот? Да, очень хорошо проветривается, то есть нету затхлого воздуха, какое-то ощущение духоты. Вот. И что хотелось бы сказать, наверное, многим интересно знать вообще, какой бюджет, то есть сколько нужно на путешествие. В прошлое свое путешествие в Рим, где мы объехали половину Италии на машине. Да, мы объехали половину прям. Да, это было очень, скажем так... 10 дней у нас было, да? 10 дней. Это было дорогое путешествие в плане затрат на перемещение, на проживание и так далее. Мы тогда купили билеты. То есть я сейчас беру без билетов. При наличии билетов мы с собой взяли еще, по-моему... 5-6. 6,5 тысяч евро. Пойдем. Вот. То есть для комфортного путешествия на 10 дней с большими переездами, большим количеством проживаний. Но у нас был еще шопинг, не забывай. У нас еще был шопинг. Слушай, на шопинге сколько мы оставили? Ну, там 2000, наверное. Ну, в районе 2000 евро, да. Это, кстати, мы сейчас находимся на мосту Гарибальди. Ты посмотри, какое гнездо или что это такое, бобры, что ли, сделали. Они хотели перекрыть. Слушай, А как да. называется эта река? Адидже. Адидже. Река Адидже. Да, она впадает в озеро Гарда. Вот, сейчас у нас бюджет нашей поездки, это билеты, плюс мы с собой взяли 2100 франков и сколько, по-моему, 1000 евро. Вот, опять же таки, мы не платили за проживание в Берне, и мы не платили за часть логистики. То есть так вот на поездку в Италию на 10 дней, наверное, реально комфортный бюджет. Это билеты плюс
ну, наверное, 4,5-5 тысяч евро. Да, это абсолютно, это будет именно комфортное. Это То есть комфортный бюджет, это в жилье, котором плюс вам будет не придется, да, как-то изворачиваться в плане жилья, жить где-то в неблагополучных районах, питаться в супермаркетах и так далее. То есть вы будете питаться в ресторанах, выбирать комфортное жилье, возможно, возьмете в аренду автомобиль, на котором поездите, в том числе по платным дорогам. Вкусно поедите, Да. прикупите одежды и с Останетесь хорошими, довольными, да. да, с хорошими впечатлениями и воспоминаниями поедете домой. Вот, молодежь. Смотрите, они почему-то начали активно грести. Ну потому что здесь порог. И сейчас я перебегу через дорогу, как коза, чтобы посмотреть, что на этой стороне. Так, друзья, только я спрятал камеру, как мы опять подошли к дереву с вот такими интересными плодами. У меня есть подозрение, что, наверное, моя теща знает, что это за дерево. Вот это мост. Да, видно, под мостом прям вода как-то очень неровно течет. Очевидно, что-то есть под водой, и глубина не такая большая. Слушайте, ну это красота. Это однозначно стоило того, чтобы сюда приехать. Друзья, небольшой гайд по тому, как сорвать вашу шишку. Берем шишку, придерживаем веточку, на которой она висит, и проворачиваем ее влево или вправо. Потому что если дергать шишку, может и шишка разорваться, и веточка отломиться. И вообще делать так не надо. То есть просто провернули, как лампочку выкручиваем. Пум, и все, шишка у вас. Я взял 2 шишки, ребят. Предыдущую шишку вы не видели. Но шишку у меня 3. Взял 2, но шишки у меня 3. Лично для меня привезти шишку из Вероны гораздо важнее, чем привезти какой-то магнитик, какую-то кружку и так далее. Потому что шишка — это естественный сувенир, ребят. Мы подошли к мосту Пьетро. Вот, и здесь видно, что у реки на самом деле достаточно сложный рельеф дна. Вот здесь ребята тоже, очевидно, на лодке проплывали, на резиновых лодках, которых мы видели. Наверное, Там прям камни. Это стрёмно, если честно. Слушай, ну и ребята, очевидно, подготовленные. Они такие боевым духом кричали. Да, такая молодежь. Да. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Ну, очевидно, что ребята занимаются каким-то водным видом спорта, каким-то сплавом по горным рекам. Знаю, где это. Умеют это делать, потому что здесь решает, очевидно, не только знание, но еще и техника гребли. Я бы, конечно, хотел посмотреть, как они здесь проплывают. А река, как вы видите, она недостаточно глубокая. Вот я вижу уже одну проплешину, вторую, где видно дно. А вот там набережная тоже можно пройтись. Нет, пройтись там нельзя. Слушай, у меня вообще есть подозрение, видишь, вот стена, она кирпичная, но на стене есть налет, причем с обеих сторон. И что-то у меня есть такое подозрение, что вот этот налет, он находится на уровне, до которого поднимается вода в этой реке. Вот я сейчас приблизил. Простите меня за качество, но по-другому приблизить не получается. Куда Я идем? бы сходила бы в Санту-Анастасия собор, базилика точнее. Это здесь рядом? Это вот надо перейти и слева будет, да. Слева будет Санта-Анастасия. Да. Санта-Лучия. И потом можем пойти Санта-Лучия. перекусить, как ты думаешь? У Я нас как раз по думаю, времени идеально. я думаю, план более чем прекрасен, и мы сейчас ему последуем. А потом я бы хотел с тобой все-таки попасть в ту часть города. Как ты на это смотришь? Прекрасно. У нас есть как раз-таки время на это. Превосходно. Значит, идем в Санта-Анастасия, после этого принимаем пищу, и после этого идем гулять дальше по городу. Мост Пьетро. Мы идем по мосту Пьетро. Там на той стороне роскошный дворец. И сейчас мы будем входить. Кстати, ты знаешь, вот эти ворота напоминают вход в исторический город. Да. Выглядят, как, знаешь, как входные ворота, по которым когда-то римляне попадали на территорию Вероны. А сейчас мы с тобой... Красивая арка. Вот даже, видишь, в камне вот прорезали. Не знаю для чего. Слушай, ну ценники на еду вообще просто... Это фуд, это еда. Смотри, паста фоглия аль форно. 5 евро. Buongiorno. Так, по 5 евро вот такая вот пицца превосходная.
Мы зайдем чуть позже, еще сюда какие-то варенья, соусы, что-то можно приобрести. В общем, очень нам понравилось. Но, честно скажу, у нас просто сегодня цель посетить другое заведение. Мне очень нравится эта улочка. Сейчас обойдем скутеры и сфотографируемся. Кстати, вот грузовики в центре города ездят электрические. Это полностью электрический фургон. И таких фургонов достаточно много. За счет этого в городе не... Ну, когда он приезжает, от него не идет такой неприятный запах отработанного дизеля. Посмотрите, какая арка. И она заложена камнем. Причем я вот вообще не удивлюсь, если эта арка в свое время имела продолжение чуть-чуть вниз и была входом, низким входом в здание. Прям вообще не удивлюсь. Вот тоже арка, свод. И решетки на окнах. Посмотри, это кованые старые решетки. Товарищи, еще пока находимся здесь, хочу обратить ваше внимание на таблички над зданием. То есть вот так выглядит название улицы, на котором этот дом находится. Кстати, тут же попадает в кадр решетка. И что еще хочется отметить, это отсутствие, практически полное отсутствие наскальной живописи в виде граффити. И вот здесь вот посмотрите, такая вот экспозиция, инсталляция, как это правильно назвать. И, кстати, висит внутри лампочка, то есть вечером вот эта вот статуя маленькая, она подсвечивается. А это, я так понял, вход в базилика Санта-Анастасия. Что ж, зайдем внутрь. Друзья, мы пообедали. Твои впечатления? Это было вкусно, это было красиво. Я максимально довольна. И вообще посоветую, если будете в Вероне, обязательно зайти в это место. Ссылочку мы оставим в описании этого ресторана. Это ресторан, этот ресторан с историей. Мы когда ждали свои блюда, мы почитали вообще историю этого ресторана. Да, ресторан был открыт бывшим пожарным, который ушел на пенсию, и в ресторане на двери возле туалета висит пожарная каска. Открыт он был в первой половине прошлого века, точный год не написан, или мы не нашли. Но Вот. самое еще интересное, повар, который готовит все блюда, он работает с 2011 года. С 2011. 2011 года, и он выходит к гостям и предлагает какие-то, например, блюда, которые, например, вам непонятны будут, или там предлагает, как вино выбрать. Вот при нас он принес 7 бутылок вина на выбор. Да, гостям. за соседний стол и стоял минут 10, дискутировал на тему, ну, не дискутировал, а рассказывал про эти вина посетителям. Да, это очень классно. И из приятного внутри в основном сидят итальянцы, то есть туристов нет. В обед заведение наполнилось в мгновение ока. То есть мы пришли Вечером в пустое. вообще просто ажиотаж. Да, то есть вот такой вот ресторан. Нам очень понравилось. Обед, фото нашего обеда Настя приложит вместе с фотографиями заведения. Обошелся нам этот обед в 56 евро с учетом сбора. Сбор составил 8 евро. Ну, по 4 евро за человека. Сервисный сбор. Нормально. Да, это нормально, это уже привычная практика. Вышли из магазина и тут же зашли в какой-то двор. Скажу честно, мы понятия не имеем, куда мы идем. Мы просто зашли посмотреть, что здесь есть. Да, на солнышке, честно скажу, припекает уже. Время 2 час дня. И вот выход на соседнюю улицу. Такой вот проход.
слив воды. Посмотри, какая красота. Вот отсюда открывается просто потрясающий вид. Даже отошел назад, чтобы он тоже... Да, это чей-то балкон. И это великолепно. Господи, как мне нравится Италия. Так, дорогие друзья, наша прогулка потихонечку подходит к концу по Вероне. Мы сейчас бежим в отель забирать вещи и побежим на вокзал. Нам нужно успеть каким-то образом туда. Все время у нас, по-моему, с запасиком, наверное, с небольшим. Мы всегда так думаем, что у нас время с запасом. Да, в общем, чтобы не ждать, как вчера, сейчас мы побежим на вокзал. Вот, что хочется сказать. Верона красивый город. Здесь немного своя кухня, отличная от Рима. Мы это прям четко почувствовали. Город дороже, чем Рим, и в плане магазинов, и в плане ресторанов, заведений. Но, опять же, избирательно. Вот, допустим, наш завтрак, точнее, один, да, который был, он плюс-минус похож. Ну, он стоил на 2 евро дороже. Вот. В общем, суть в чем? Приезжайте, гуляйте. Верона нам понравилась тем, что здесь вы гуляете не от достопримечательности до достопримечательности, а можно гулять здесь, по всему да, городу. Здесь каждый если брать исторический переулочек, центр. Да. Да, здесь очень красиво. И, в общем-то, в отличие от Парижа, действительно, здесь можно просто бродить по городу и получать удовольствие. Кстати, питаться можно тоже бюджетно. Мы сейчас заходили в продуктовый магазин. Наш любимый сэндвичи 2,5-4 евро, самые дорогие. Еда тоже есть, спокойно можно взять что-то и вот перекусить где-то здесь на лавочке. Да, да, поэтому гуляйте, путешествуйте, а мы побежим дальше. Вам всего хорошего, Всем до скорых пока. встреч.